Всем привет, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «100 персонажей» из игры Mafia 2 Definitive Edition. Сегодня расскажу про Стивен Койн. Стивен Койн — триичный антагонист и персонаж компьютерной игры Mafia 2 Definitive Edition. Стив — наемный исполнитель семьи Винчи, как известно из семейного альбома, является наполовину ирландцем и наполовину голландцем. Детство Стива прошло в сельском Беркеланде. Он вырос на ферме, а в 16 лет перебрался в Empire Bay. При аресте из-за хулиганства Стив оказался в сопротивлении и сильно сбил полицейского, так что тут чуть не отправился на тот свет. В результате Койна приговорили к 10 годам тюрьмы, из которых он отсидел только 5, возможно, вышел условно-досрочно за примерное поведение. Именно во время заключения Стив познакомился с Фредерик Попаларду, который был его сокамерником и стал работать на него еще в тюрьме, а после выхода на свободу продолжил, став его стукачом и шестерка, по сути, глазами и ушами толстого Дерека. Поскольку Стив не является итальянцем в мире мафии, он может быть только соучастником или двигателем. Тем не менее, Стив является наиболее надежным соучастником семьи Винчи после того, как совершил убийство главы конкурирующей семьи Томмазо Моретти, положивший конец гангстерской войне в городе. С тех пор ему доверяют как никому другому. Впервые игрок встречает Стива в главе врага государства, когда Вито Скалетто приехал в порт, чтобы начать работать на Дерек Попаларду, ошибочно предполагая, что Вито собирается быть трачен на него за гроши, как когда-то его отец Антонио Скалетто. Попалардо приказывает Стиву отвезти Скалетту младшего к ящикам, которые нужно загрузить в грузовик. Через некоторое время Вито бросает свое занятие и напрямую говорит Стиву, что не собирается поддаваться в рабство, и между тем упоминает своего друга Джо Барбара. Услышав знакомую фамилию, Стив начинает недоумевать, почему знакомые Джо тут ошибаются, и требует от Вита подняться с ним к Дереку. 25 сентября рабочие в порту устраивают бунт и требуют вернуть на работу одного из докеров, которого Дерек незаслуженно уволил. Стив попытался решить все в мир, но ничего не вышел. Дерек в бешенстве от этого его решает пойти на угрозы, прихватив с собой еще и Вито. Попалардо направляется к рабочим сил, заставляет их продолжить рабство. Один из рабочих узнает Вито сына Антонио Скалетто, и спрашивает, как тот может работать на убийцу собственного отца. Другой рабочий утверждает, что в день смерти Антонио он видел, как Стив куда-то увел его и вернулся мокрым. Вито не верит в услышанное и требует ответа от Стива. Стив, несмотря на шиканье Дерека, моментально отвечает, тем самым подтверждает тот факт убийства. Скалетто не прощает этого ни Стиву, ни Дереку, и между Вито с рабочими с одной стороны и людьми Дерека, включая Стива, с другой начинает перестрелка. Стив пытается убить Вито с помощью Томми Ганна, крича ему, что тот сдохнет, как его папашка. Но Вит оказывается проверено, и он в гневе убивает Стива, а чуть позже Вит убивает и Дерека. После перестрелки рабочие, скорее всего, избавятся от трупа Стива, возможно, утопили. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. В прологе можно увидеть, что не лысящего молодого Стива. Стив, возможно, имеет еврейский корень, так как фамилия Коэн, несмотря на ирландское происхождение, схожа по звучанию с распространенной в мире европейской фамилией Коэн. В нескольких миссиях его можно увидеть с журналом Playboy, что является анахронизмом. Этого журнала в те времена еще не было. Существует геймплейное видео, где Стив для Вита работает по уничтожению нескольких автомобилей. К сожалению, этот квест был вырезан, однако подобные миссии присутствуют в дополнениях к игре. В это же время в вырезанной миссии Стив пытался узнать точку забытых наркотиков, избивая человека еще похожего на Эрика. У него есть брат, который тоже живет в Empire Bay. Прическа Стива сильно напоминает прическу Роберта Дювюля, игравшего Тома Хагана, одного из высокопоставленных членов семьи Корлеоне из первых двух фильмов «Крестный отец».
В главе неугомонный Стив оглушает бревнальщиков, открывавшего гангстерам ворота Литейного, говорит, что они пришли по дороге из желтого кирпича, что является отсылкой к детской сказке американского писателя Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», где присутствовала такая дорога. Из этого можно предположить, что Стив мог иметь какие-то познания в литературе. Стив также сильно напоминает как внешне, так и по характеру одного из протагонистов шутера Love 492 Ника. Оказывается, Стив можно встретить в главе «Память Франческо Потца», зайдя в офис Дерека. Так как Стив имеет ирландское происхождение, не исключительно, что он мог жить в Кингстоне или Диптоне, однако эти районы находятся очень далеко от доков. Обоих двигателей в «Мафии» в русской версии игры озвучил Радик Мухамадянов. Эти же объясняют, что иногда Стив говорит такие же фразы, как и Джимми. Например, «Да, я крут». И на этом история про Стивена Коэна из игры Mafia 2 Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который вы видите прямо на ваших экранах. Не лайк, колокольчики, подписывайтесь на канал. С вами был Михаил Снолопейк Мейкер.